Противоударный смартфон, на который мы делали несколько рекламных видеороликов по просьбе Oukitel, уже у нас на обзоре. Мы наконец-то его получили, и я очень доволен и рад поделиться тестами и обзором на этот смартфон. Oukitel WP5 Pro. Цена этого смартфона на момент обзора $110. Если вы наметили хороший смартфон с емкой, мощной батареей 4,64 по памяти, это то, что нужно. Итак, начинаем. Смартфон приходит в белой большой упаковке, и, открыв ее, нас приветствует вот такой вот расклад. Наклеена была вот такая вот наклейка, 10-ваттная зарядка, разблокировка по лицу, а также присутствует сканер отпечатка пальцев, 10-й Android, 5,5 диагональ, 8000 аккумулятор, камера, тройной модуль и бюджетный процессор, но достаточно шустрый. Теперь по комплектации. Инструкция, блок питания 5 вольт 2 ампера, USB Type-C обычный, что немаловажно, не надо никаких удлиненных, как у меня, кабель и кабель для подключения USB флешек или же мышки с клавиатурой, переходник. Под инструкцией и смартфоном находится скрепка-ключ, благодаря которой как крючком из духовки можно вытянуть лоток для сим-карт, который мы чуть позже рассмотрим. Итак, смотрим внешний вид смартфона. Интересная особенность этого смартфона в том, на данный момент в этом обзоре, что он пролежал под водой сейчас, вот прям вот сейчас, 5 часов под водой. YouTube, наверное, около 40 минут он просто показывал таймер секундомера, лежа в аквариуме вместе с Орбизом, а потом все оставшееся время, это почти 5 часов, он показывал видеоролики YouTube. То есть, находясь в воде, он по-прежнему принимал Wi-Fi сигнал и крутил наши ролики, как вы видите сейчас на экране. А сейчас посмотрим его внешний вид. Вообще смартфон толстый. Вот реально толстый. И еще и тяжелый. 298 грамм. Ну а как иначе? Ведь это противоударный смартфон с защитой IP68, IP69. От ударов, от погружения в воду на 1,5 метра и от пыли, ну и всякого прочего, что может навредить технике. Хочу сразу сказать, что он не просто так толстый и тяжелый. 8000 аккумулятор, я его с трудом посадил в YouTube. То есть, когда ты тестируешь много смартфонов, ты думаешь, ну, наверное, на часиков 8, ну, может быть 10. Помню, Realme там до 15 часов. Вот и здесь также похожая ситуация, и он реально долго держал в YouTube. Я не буду говорить время. Ребят, поддержите наш второй канал обзоры 2.0. Там этот тест мы провели. Переходите, посмотрите, сколько он продержался в YouTube. Этот видеоролик длится около 2 минут, от 100 до 0%, как он держался, и там все это мы показали. Стекло здесь Gorilla Glass 3-го поколения. Олеофобки как таковой нету, но огромный плюс противоударному смартфону в том, что экран ниже корпуса. Края корпуса прям такие, вот если посмотреть, поднимаются на 1,5 мм или на миллиметр над корпусом. То есть упал и уже какой-то камушек может и защитить. Или просто от падения по асфальту не будет повреждаться. Но лучше приклеить стекло. Приклеив стекло, тогда здесь будет стекло находиться наравне с корпусом. Это огромный плюс. Ссылку на стекло я оставляю в описании под видео. Стекло сейчас в пути. Кстати, и чехол на него тоже я заказал, но еще в пути. По бокам находятся своего рода такие места, которые усилены. Корпус, он-то ведь из поликарбоната сделан и очень здоровски смотрится. Рамки здесь из металла, холодят. На морозе, наверное, будет прихватывать. Здесь кнопка программируемая. Она имеет красную расцветку по бокам, она программируется на 3 режима. Например, легкое прикосновение к кнопке, включается фонарик. Я уже настроил. Смотрите, раз, и фонарик засветился. Обратите внимание, как светит вспышка. Это не простая вспышка, это вспышка-фонарик и с, по-моему, 5 светодиодами. То есть палец просвечивает. Но не греет. Нет, слегка греет. Поэтому лучше ее не оставлять вот так вот на диван или в кармане оставить, чтобы не сгорело. И не настраивать на одиночное нажатие, как сделал это я. Раз, выключилась. Раз, включилась. Включается быстро. И даже если отключить экран,
продолжает светить, что очень хорошо. Эти выступы защищают боковые металлические рамки. Шестигранником стянуты, и тогда, если их раскрутить, смартфон наверняка будет разбираться. Но на самом деле я ошибался, поэтому в отдельном видеоролике я продемонстрирую, как разобрать этот смартфон. В нижней части находится классная заглушка на таком вот держателе из резины. Заглушка реально классная. Если вы хорошо ее упаковали туда, то тогда ее даже не просто открыть. Но я думаю, с аккумулятором 8000 для такого работящего мужика не нужно будет открывать каждый день вечером на зарядку ставить. Я думаю, что раз в 3 дня точно он будет заряжаться. Также здесь располагается отверстие, это основной единственный микрофон. Очень хороший чувствительный микрофон. Кстати, USB вход, USB Type-C вход не нуждается в каких-то особых штекерах. К примеру, любой USB Type-C, который у вас есть дома, туда спокойно заходит, подключается и работает. Также поддерживает OTG, как я уже говорил. Подключили, и флешка начинает работать. Идет считывание. Пользуйтесь себе в удовольствие. Закрываем заглушку вот такими вот действиями. И здесь вот слегка есть место, куда нужно поддеть, но не так просто, я же еще говорю, что будет открываться. Обратите внимание, что есть место для крепежа ремешка. Лучше хороший ремешок купить, его в комплекте нет, но производитель подумал, возможно, это будет хорошо работящему строителю или охотнику. Обычно на руку такой ремешок покупают и сюда цепляют. Находится здесь 3 модуля, а здесь клапан обратного давления. Но это отверстие здесь не просто так, то есть это нужно для того, чтобы нормально функционировал смартфон противоударный. 3 модуля, этот основной, второй за боке отвечает, а третий я так и не понял для чего, не нашел, где он применяется. Тут находится сканер отпечатка пальцев, и вот эта вся пластина из металла, она прикручена на 4 шестигранника. Также здесь имеются выемки, здесь не просто это рисунок, тут реально все как будто какие-то шестеренки, такие части шестеренки из стекла, надпись Oukitel, и реально, вот посмотрите, как он выступает, эта часть над корпусом. Первым делом здесь будет царапаться вот эта металлическая часть, как на моем смартфоне Blackview. Посмотрите, здесь вот эта часть, она затерта, поэтому лучше поберечь или чехол приобрести. А можете не беречь, все-таки смартфон для этого и куплен. Лоток для сим-карт здесь либо 2 нано-сим-карты, либо 1 нано-сим-карта и карта памяти. Заглушка здесь сначала открывается, потом извлекаете лоток, подковыривая его ключом и достаете. Дальше все как обычно. Нету разъема для наушников и переходника нет, но лучше использовать Bluetooth гарнитуру. Здесь в подсказках сейчас всплыл целый плейлист с гарнитурами. Переходите, смотрите и знакомьтесь. Смартфон имеет 4 гигабайта оперативной, чего с головой хватает. Очень шустрый, быстрый и 64 встроенных по памяти. Флешку поддерживает до 256 гигабайт. Музыкальный динамик находится сзади. Это хорошо, когда он не здесь, потому что не так будет засоряться. Динамик по 5-бальной системе на 4,7, вот где-то так, то есть не такой уж громкий, но хороший. Все динамики и микрофон защищены специальной сеткой, точно так же, как, собственно, и разговорный динамик, и он хорошо справляется со своими задачами, слышно хорошо собеседника, и собеседник хорошо слышит вас. Давайте запустим диктофон и проведем тесты. На расстоянии 50 сантиметров ведется запись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5. Все это время вы слышали запись на этот диктофон. Нормально? Я думаю, да. Без всяких обработок звук как есть. Звук сейчас установлен на максимум. Давайте послушаем этот динамик. Звук нормальный. Но, кажется, не хватает высоких.
Вот, кстати, за море здесь у него есть подводная съемка, и осуществляется она с помощью этой программируемой кнопки. Есть отдельный режим, где она настраивается. Функции Push to Talk здесь нет, но в пути смартфон, в котором есть эта функция. Так что скоро все это увидите. Также есть режим SOS, и он настраивается, функция SOS, вспышка, что отправить, кому, какие номера. Здесь для таких вот экстремальных ситуаций все в этом смартфоне есть. В настройках системы можно отключить нижние кнопки и включить управление жестами. Это огромный плюс. Также можно поменять кнопки слева направо или полностью их скрывать. Заметьте, здесь черный фон, белые кнопки. Но это все можно сменить, опустив шторку. И здесь есть темная тема, отдельный режим. Отключив ее, уже все по-другому. Это максимальная яркость. Хорошая яркость, и это у нас минималочка. Есть автоматически изменять яркость, есть датчик приближения и есть компас и много других функций, с которыми я сейчас вас познакомлю, зайдя в программу AnTuTu Benchmark. Открываем ее, и нас приветствуют показатели 83 941. Развернутые перед вами, и во время тестов температура практически не поднималась. Давайте посмотрим более детально мое устройство. Бренд Oukitel WP5 Pro, процессор MT6762V, 8-ядерный с максимальной частотой разгона 1800 ГГц, 12-нанометровый техпроцесс. Работает в паре с графическим модулем PowerVR Rogue GE8320. Игры тянет на среднячках таких вот, а на самых сложных играх то конечно на минималочке. Тест мультитач на 5 касаний, 293 dpi это плотность экрана и 5,5 дюймов диагональ с разрешением 720 на 1440. Тест аккумулятора не дотянул до 8000, 7613 от 0 до 100%. Но все-таки этого тоже очень много. Это очень хорошо, практически двойной запас в этом смартфоне. Для долгих поездок, командировок или таких вот людей, которые не любят часто заряжать, этот смартфон очень хорошо подходит. Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4,5 ГГц, Bluetooth 5.0 и встроенный 12 разных датчиков. Среди них и компас. Вот если зайти в ящик с инструментами, здесь и компас, и уровень, и много других функций. Встроенного NFC здесь нет, но GPS, если открыть в частном доме, давайте посмотрим, как быстро он свяжется со спутниками. Уже 5, 7, 8, 9. То есть уже предостаточно для тестирования. И посмотрим, какие это спутники: GPS, GLONASS и Beidou. Чего вполне достаточно, чтобы даже в самой глуши с таким смартфоном, с хорошим фонариком проложить маршрут. Тест Asphalt 9 на максималочке. Подвисания все-таки наблюдаются. Графика из тех, что я знаю, конечно, в этой игре, она все-таки на процентов 60 не дотягивает. Но, несмотря на это, для этого смартфона играть все-таки можно без проблем. Долгое такое вращение в полете. Взлет. Наша тут задача выиграть гонку. Кажется, у нас это получилось. Мы первые. Все, тест пройден. Вернуться, пожалуйста, на рабочий стол. А теперь опять запустить игрульку. Возвращаемся и поехали. Справляется со своей задачей хорошо. Также в этом смартфоне есть датчик движения. То есть, если я смартфон беру, он включается. Посмотрите, взял в руки, подношу, он засветился, увидел мое лицо и разблокировался. Я не скажу, что он мгновенно разблокируется, но он разблокируется, и очень хороший датчик, сканер отпечатка пальцев, даже грязный палец спокойно распознает. Если в чем-то я ошибся или чего-то не упомянул, добавьте эту информацию в комментариях. Я, конечно же, удалять не буду. Всегда рад адекватным зрителям. Давайте подведем итог.
Чистый Android 10, что немаловажно. Защищенный смартфон, выдержал тесты 5 часов под водой, даже чуть больше 5 часов. Хорошая камера и хорошо справляется со своей задачей. Есть яркая вспышка, крепкий корпус, емкий аккумулятор и экран защищен здесь выступающими такими бортиками. Программируемая кнопка, USB Type-C, и не нужен какой-то особый способ. Кстати, этот смартфон можно использовать как Powerbank, то есть подключить и заряжать другие устройства с помощью того переходника. Кнопки здесь приятные на ощупь, из металла, и смартфон очень хорош, и мы его рекомендуем. Я любитель таких смартфонов. Ссылка на покупку этого гаджета в официальном магазине есть в описании под видео. Покупайте, не задумываясь, выбирайте, и думаю, вам он понравится. Получив его, или владельцы, кто уже владеет подобным смартфоном, напишите в описании, что вы думаете. Напишите что-то об обзоре, чтобы я понимал и видел вашу обратную реакцию. Поставьте лайк за труды. Сейчас тесты камеры. Пока. Вот оно как бывает. Снимаешь часть роликов, когда еще нету снега, а потом включаешь и вторую уже часть доснимаешь, когда снег вышел. Но не все бывает гладко. В общем, это тесты передней камеры и, точнее, задней камеры, прошу прощения. Это тесты задней, а переднюю покажу сейчас. Передняя камера потеплела, 8 градусов мороза, но все равно еще холодно. Так что 1, 2, 3, 4, 5. Как слышно? Прием, прием. Эх, зима, зимушка, зима. 15 градусов мороза сейчас на улице. И это ночная съемка. 1, 2, 3, 4, 5. Пройдемся. Вот тут вот полная темнота. Время. А часы уже и не включаются, потому что в это время уже поздно. 23:08. Передняя камера в действии. Пройдемся. На свет вышли. 1, 2, 3, 4, 5. Ночные тесты. Ну и пару фото.